Одной из особенностей рун, которой они привлекают многих людей по всему миру, является возможность гадания на рунах. Для меня больше нравится слово прорицание. Дело в том, что руны являются очень древним оракулом, а может и самым древним. С помощью рун можно получить ответ на любой интересующий вас вопрос. Здесь только есть один момент: хотят ли руны дать вам ответ на тот вопрос, который вы спрашиваете. А еще более важным моментом является то, умеете ли вы слушать руны, читать, правильно ли вы расшифровываете для себя все те символы, которые перед вами выпадают в момент прорицания, гадания, и делаете для себя какие-то выводы после заданных вами вопросов. Я очень часто слышал и видел, как начинающие рунологи создают себе рунные наборы, при этом совсем не разбираясь в рунах, о чем я уже говорил ранее. Достают одну, две или несколько рун, опять же вычитав какую-то определенную методику гадания на рунах. После чего, увидев те руны, которые они достали из мешочка или коробочки, они заходят в интернет на определенные сайты, либо открывают книги, или еще в худшем случае открывают газету-журнал, в которой в тот или определенный момент издатель выложил краткое описание о рунах при гадании. После чего зачитывают для себя несколько предложений и считают, что они для себя определили, что руны им показали. Не знаю, может кого-то я сильно огорчу, а может даже и обижу, но это все чушь. Я вас уверяю, прорицание на рунах происходит совсем иным способом. Дело в том, если вы правильно создаете рунный набор, а вы уже должны находиться в каком-то определенном состоянии, контакте с рунами, каждую руну, которую вы будете создавать, вы очень хорошо будете чувствовать ее магическое, энергетическое воздействие на мир, какую силу несет та или другая руна. В процессе создания всех рун из вашего рунного набора вы в каком-то смысле объединяетесь с ними. Руны становятся частичкой вас. Из своего личного опыта о прорицании на рунах, когда я нуждаюсь в помощи и прошу совета у рун, в большинстве случаев я уже перед тем, как опустить руку в свой мешочек, в котором находятся мои руны, у меня в сознании, в уме есть несколько рун, которые предположительно я уже знаю, что я вытяну и в каком положении они будут на моей ладони. То есть получается как? У меня есть вопрос, который я ношу у себя в голове какое-то время. Он у меня мог появиться утром, но к рунам я могу прибегнуть только вечером. Или он у меня мог появиться на протяжении недели, но только в выходные дни, когда я в определенном эмоциональном состоянии готов опустить свою руку в мешок и достать руны, чтобы увидеть для себя ответ. Но все то время, которое отделяет меня от появления моего вопроса и до момента, когда в моей руке окажется руна, которая даст мне ответ, я прорабатываю варианты ответов, которые руны могут мне дать. Это не значит, что я думаю там о половине рунного строя, то есть о 12 рун. Нет, это в большинстве случаев бывает 2, максимум 3 руны. И потом получается так, что когда я достаю все-таки руну из мешочка, я в руке чаще всего держу ту руну, которую я изначально уже у себя в уме представлял, что руны дадут мне такой ответ. Бывает такое, что и руны дают мне совсем непредсказуемые ответы, которые потом находят свое логическое объяснение. Но здесь хочу подметить то, что это мой стиль работы с моими рунами, которые я создал для себя самого, с которыми я пережил уже много времени, и у меня с ними определенный контакт. Ваши руны и ваша методика может отличаться от моей в корне, но уверяю вас в том, что руны не работают шаблонно, что вы возьмете книгу, вместе с вами возьмут еще 1000 людей эту книгу, и строго из той информации, которая пишется о каждой руне в этой книге, такой и будет ответ. Поэтому, исходя из всего того, что я сказал ранее, я могу вас уверить в том, что не существует какой-то конкретной инструкции, которая бы подходила бы для всех одинаково. Каждый из вас будет иметь какую-то свою определенную методику прорицания на рунах.
которую вы будете совершенствовать на протяжении всей дальнейшей вашей жизни с рунами.